Ученые предупреждают, мегацунами высотой с небоскреб может обрушиться на побережье в любой момент. И это не сценарий фантастического фильма. В 1958 на Аляске волна достигла 524 метров и сравняла лес с лицом земли за считанные секунды. Сегодня геологи фиксируют трещину на Канарских островах, которая при обрушении породит волну, способную пересечь Атлантику и накрыть Нью-Йорк слоем воды высотой 25 метров. Но самое пугающее не это. Ученые называют несколько точек на планете, где катастрофа может начаться буквально сегодня ночью. Обычное цунами рождается от землетрясения на дне океана. Сейсмические волны поднимают всю толщу воды сразу, и к берегу приходит вал высотой от 1 до 30 метров. Это уже катастрофа. Но мегацунами принципиально другое явление. Мегацунами возникает не от подземных толчков, а от мгновенного обрушения колоссальной массы породы в воду. Представь, что ты бросаешь булыжник в ванну. Вода выплескивается мгновенно и с огромной силой. Теперь представь, что вместо булыжника кусок горы весом в несколько миллиардов тонн, а вместо ванны океанский залив или открытое море. Именно так и вообще работает мегацунами. В 1958 в заливе Литуя на Аляске произошло землетрясение магнитудой 8,3. Оно спровоцировало обвал горного склона объемом около 30 миллионов кубических метров. Эта масса обрушилась в залив за несколько секунд. Вода отреагировала мгновенно. Волна взлетела на высоту 524 метров. Это выше Эйфелевой башни в 1,5 раза. Лес на противоположном склоне был срезан под корень на высоте более полукилометра. Как будто гигантская бритва прошлась по горе. 3 рыбацкие лодки находились в заливе в тот момент. Одна из них вместе с волной поднялась на высоту около 30 метров и была выброшена через лесной массив в открытое море. 2 из 5 находившихся на лодках людей выжили и смогли рассказать, что видели. Принципиальное отличие мегацунами от обычного цунами в концентрации энергии. Обычное цунами распределяет свою мощь на тысячи километров побережья, постепенно теряя высоту. Мегацунами в момент зарождения представляет собой узконаправленный удар чудовищной силы. В конкретной точке высота волны может в десятки раз превышать все, что способно породить землетрясение. При движении через открытый океан такая волна теряет высоту, но даже через тысячи километров сохраняет достаточно энергии, чтобы уничтожить прибрежный город. Геологи нашли следы древних мегацунами по всему миру. На Гавайях обнаружены отложения морского дна на высоте 300 метров над уровнем моря. Их занесла туда волна, возникшая от обрушения склона соседнего острова примерно 100 тысяч лет назад. На Канарских островах найдены аналогичные отложения, поднятые на высоту до 180 метров. В Шотландии геологи нашли слой песка и морских раковин глубоко в суше. След мегацунами, накрывшего север Европы около 8 тысяч лет назад после подводного обвала у берегов Норвегии. Самое тревожное в природе мегацунами – скорость. Обычное цунами дает время на эвакуацию. Сейсмографы фиксируют землетрясения, системы оповещения срабатывают, у людей есть от 20 минут до нескольких часов. Мегацунами от обвала склона острова или горы у берега практически не оставляет времени на реакцию. Обрушение происходит без предупреждения. Волна достигает берега за минуты. Именно поэтому ученые называют несколько конкретных мест на планете, где подобный сценарий может реализоваться в любой момент. И именно о них пойдет речь дальше. Канарские острова – популярный курорт у берегов Африки, куда ежегодно летят миллионы туристов из Европы. Мало кто из них знает, что под островом Ла-Пальма проходит трещина длиной 18 километров, которую геологи называют одной из самых опасных структур на планете. Западный склон острова медленно сползает в Атлантический океан уже 1000 лет. Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный прямо над этой трещиной, извергался в 1949 и 1971. Каждое извержение сдвигало западный склон еще на несколько метров. В 2021 вулкан снова проснулся и за 3 месяца непрерывного извержения выбросил миллиарды кубометров лавы. Склон сдвинулся еще раз. Геологи из Лондонского университетского колледжа подсчитали, если западный склон Ла-Пальмы обрушится единым блоком, в океан уйдет от 250 до 500 кубических километров породы. Это в 8000 раз больше объема воды, который обрушился в заливе Литуя в 1958. Начальная высота волны в точке обрушения составит от 500 до 900 метров. Дальше начинается математика катастрофы. Волна пересечет Атлантику примерно за 8 часов. К берегам Бразилии и Западной Африки она придет высотой от 40 до 50 метров. К восточному побережью США высотой от 20 до 25 метров.
Это значит, что Майами уйдет под воду полностью. Манхэттен будет затоплен на 20 метров вглубь острова. Бостон, Вашингтон, все Атлантическое побережье Северной Америки получат удар, которого в истории человечества еще не было. 8 часов звучит как достаточное время для эвакуации, но здесь возникает главная проблема. Никто не знает, когда именно склон обрушится. Он может сползти постепенно, частями, тогда катастрофы не будет. Он может обрушиться во время следующего извержения вулкана. А следующее извержение от следующего извержения может начаться завтра. Он может простоять еще 1000 лет. Геологи не могут дать точный ответ, и именно это делает ситуацию по-настоящему опасной. После извержения 2021-го несколько групп ученых установили на склоне Ла-Пальмы сеть датчиков движения. Данные передаются в режиме реального времени. Склон продолжает двигаться медленно по несколько сантиметров в год. Каждый новый замер добавляется в базу данных, которую анализируют специалисты в Лондоне, Мадриде и Вашингтоне. Что важно понимать, сценарий с единовременным обрушением всего склона – это наихудший вариант. Часть ученых считает его маловероятным именно потому, что порода неоднородна и, скорее всего, будет разрушаться постепенно. Но другая часть указывает на исторические данные. Геологические исследования показали, что в прошлом Канарские острова уже порождали мегацунами именно от единовременных обрушений. На морском дне вокруг архипелага обнаружены огромные скальные обломки, следы как минимум 5 таких событий за последние 1 000 000 лет. Ла-Пальма не единственная угроза. Это только начало списка мест, которые ученые наблюдают с нарастающей тревогой. Гавайи ежегодно принимают 10 миллионов туристов. Пляжи, вулканы, открыточные закаты. Но под водой вокруг архипелага лежат обломки скал размером с небольшой город, следы обрушений, которые случались здесь снова и снова на протяжении миллионов лет. Вулканические острова устроены принципиально нестабильно. Они формируются из лавы, которая наслаивается на морское дно, постепенно наращивая высоту. Но лава – пористый и хрупкий материал. Когда гора вырастает достаточно высоко, ее склоны начинают сползать под собственным весом. На Гавайях этот процесс идет непрерывно. Геологи насчитали следы не менее 70 крупных обрушений за последние 20 миллионов лет. Самое масштабное из известных произошло около 100 тысяч лет назад на острове Молокаи. В океан ушел блок породы объемом около 5000 кубических километров. В 10 раз больше, чем прогнозируемый обвал на Ла-Пальме. Волна достигла берегов Австралии и Северной Америки. На самих Гавайях она поднялась на высоту 300 метров над уровнем моря. Именно поэтому на такой высоте были найдены морские отложения. Сегодня под угрозой находится южный склон вулкана Килауэ на острове Гавайи. Этот склон, известный как блок Хиллина, движется в сторону океана со скоростью около 10 сантиметров в год. Его площадь по межчасье примерно 5000 квадратных километров, а объем около 5000 кубических километров. В 1975-м землетрясение магнитудой 7,2 за 2 дня сдвинуло этот блок на 8 метров в сторону океана и опустило прибрежную полосу на 3,5 метра. Локальное цунами высотой 14 метров накрыло берег острова за несколько минут. 2 погибших, несколько десятков раненых. Если блок Хиллина обрушится полностью, а сейсмологи считают такой сценарий возможным при достаточно сильном землетрясении, волна накроет Гонолулу в течение 15 минут. Времени на эвакуацию почти не будет. Остальные Гавайские острова примут удар еще раньше. Волна дойдет до западного побережья США примерно через 5 часов. Но вулканические острова Тихого океана не единственный источник угрозы. Острова Зеленого мыса у берегов Западной Африки имеют схожую геологическую структуру. Остров Фогу, один из самых активных вулканов в Атлантике, извергался в 2014 и уничтожил несколько деревень. Его западный склон демонстрирует те же признаки нестабильности, что и Ла-Пальма. На другом конце планеты остров Реюньон в Индийском океане. Вулкан Питон-де-ла-Фурнес на его восточном склоне входит в число самых активных на Земле. Восточный берег острова уже опустился на несколько метров за последние десятилетия. Обрушение этого склона создаст мегацунами, которое в течение нескольких часов достигнет берегов Индии, Мадагаскара и Восточной Африки, территорий с суммарным населением более миллиарда человек. Все эти точки объединяет одно: вулканическая активность не прекращается, склоны продолжают двигаться, и ни одна из систем мониторинга не способна предсказать момент обрушения с точностью хотя бы до года. Ученые знают, где это случится, они не знают только когда. В 2001-м геологи Саймон Дэй и Билл Магуайр из Лондонского университетского колледжа опубликовали статью в журнале «Геофизические исследовательские письма». Они впервые описали сценарий обрушения Ла-Пальмы с математическими расчетами последствий. Научное сообщество отреагировало сдержанно. Многие коллеги назвали выводы преувеличенными.
Через 2 года Дэй и Магуайр представили доклад на конференции по цунами в Гонолулу. В зале сидели ведущие геологи и океанографы мира. После презентации разгорелась острая дискуссия. Часть ученых поддержала выводы. Другая часть настаивала, что склон Ла-Пальмы слишком неоднороден, чтобы обрушиться единым блоком. Спор не утих до сих пор. Но пока одни ученые спорили о Канарских островах, другие нашли угрозу в совершенно неожиданном месте. В 2015-м группа норвежских геологов опубликовала данные о подводном оползне на шельфе Гренландии. Оползень объемом около 300 кубических километров сошел примерно 8 тысяч лет назад. Это то самое событие, след которого был найден в виде морских отложений на севере Шотландии. Волна высотой от 10 до 20 метров накрыла все побережье Северного моря и, по всей видимости, уничтожила последние поселения людей на затопленной равнине, которая сейчас находится на дне Северного моря между Британией и Данией. Норвежские геологи предупредили, аналогичные нестабильные структуры существуют на арктическом шельфе прямо сейчас. Таяние вечной мерзлоты дестабилизирует морское дно. Газовые гидраты, соединения метана, замерзшие в донных отложениях, начинают разрушаться при повышении температуры воды. Когда гидраты распадаются, они высвобождают огромные объемы газа, и морское дно буквально проседает. Именно этот механизм запустил катастрофу 8 тысяч лет назад. Температура воды в Арктике с тех пор выросла. В 2018-м Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований выпустило внутренний доклад с оценкой угроз мегацунами для Атлантического побережья США. Документ был рассекречен частично. Из открытой части следует, что аналитики рассматривали 3 основных сценария: обрушение Ла-Пальмы, подводный оползень на континентальном шельфе и вулканическое событие в Карибском море. Для каждого сценария были рассчитаны зоны затопления и предполагаемые потери. Цифры из этого доклада не были опубликованы в открытом доступе. Но в 2022-м независимая группа исследователей из Принстонского университета провела собственное моделирование для сценария с Ла-Пальмой. Их результаты были опубликованы в журнале «Природные опасности». Согласно расчетам, только на восточном побережье США под удар попадут территории с населением более 40 миллионов человек. Суммарный экономический ущерб превысит 10 триллионов долларов, но это больше половины годового валового продукта Соединенных Штатов. Реакция властей на эти предупреждения остается минимальной. Системы раннего оповещения о цунами в Атлантике значительно уступают Тихоокеанским. Там после катастрофы 2004-го была выстроена разветвленная сеть буев и сейсмографов. Атлантика до сих пор покрыта мониторингом лишь частично. Если склон Ла-Пальмы обрушится прямо сейчас, многие жители Атлантического побережья узнают об этом слишком поздно. Манхэттен стоит на острове. Его максимальная высота над уровнем моря в деловом центре около 20 метров. Волна от обрушения Ла-Пальмы придет туда высотой именно 25 метров. Это означает полное затопление всего острова, от Баттери-Парк до Гарлема. Подземные тоннели метро заполнятся водой за минуты. Все мосты, соединяющие Манхэттен с материком, будут снесены или заблокированы. По расчетам Принстонской группы, только в Нью-Йорке и его пригородах под удар попадут около 20 миллионов человек. Майами расположен еще ниже. Средняя высота города над уровнем моря менее 2 метров. Волна высотой 40 метров не просто затопит город, она пройдет сквозь него насквозь, унося здания, автомобили и людей в сторону Флоридского пролива. От Майами до следующей возвышенности более 100 километров плоской равнины. Вся Южная Флорида превратится в открытый океан на несколько часов. Бостон, Балтимор, Вашингтон. Все эти города стоят на низких берегах Атлантики. Вашингтон находится в 30 километрах от океана, но река Потомак станет каналом, по которому волна войдет вглубь материка. Расчеты показывают затопление значительной части федерального центра города. На другой стороне Атлантики картина не лучше. Лиссабон стоит в устье реки Тежу прямо напротив Атлантики. Волна придет туда через час после обрушения. Канарские острова находятся всего в 1400 километрах от португальского берега. Высота волны у берегов Португалии составит от 50 до 100 метров. Лиссабон уже был уничтожен цунами в 1755 после землетрясения. Та волна была высотой около 15 метров и убила тысячи людей. Новая волна будет в 5-7 раз выше. Западная Африка окажется в зоне удара примерно через 2 часа. Дакар, Конакри, Фритаун, Монровия – портовые города с плотным населением и практически нулевой инфраструктурой оповещения. В Сенегале, Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии нет ни одного буя-предупредителя цунами в открытом океане. Население этих городов просто не узнает о волне заранее. Бразилия получит удар примерно через 6 часов. Ресифи, Форталеза, Беленс-Креста – города на северо-восточном побережье страны с суммарным населением около 10 миллионов человек. Волна придет туда высотой от 30 до 50 метров. Большая часть этих городов стоит на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Отдельного внимания заслуживает Карибский бассейн. Острова Карибского моря находятся прямо на пути волны от Канарских островов. Куба, Гаити, Доминиканская республика, Пуэрто-Рико, Ямайка.
Все они примут удар раньше материковой части США. Гаити, где после землетрясения 2010-го так и не была восстановлена нормальная инфраструктура, окажется в наиболее уязвимом положении. Суммарные человеческие потери при реализации наихудшего сценария ученые оценивают в десятки миллионов погибших. Это сделает такое событие крупнейшей природной катастрофой в задокументированной истории человечества, в десятки раз превзойдя по масштабу цунами 2004 в Индийском океане, унесшее около 230 тысяч жизней. 8 часов. Именно столько времени пройдет между обрушением склона Ла-Пальмы и приходом волны к берегам восточного побережья США. На первый взгляд это звучит как достаточный срок для эвакуации. На практике все выглядит иначе. Нью-Йорк – город с населением 8 миллионов человек на острове, соединенном с материком несколькими мостами и тоннелями. В час пик суммарная пропускная способность всех выездов из Манхэттена составляет около 150 тысяч автомобилей в час. Чтобы эвакуировать весь город на личном транспорте, потребуется более 50 часов при идеальных условиях. 8 часов – это примерно 15% необходимого времени. После объявления эвакуации все дороги встанут в пробках в течение первых 30 минут. Это не предположение, это задокументированный факт из опыта эвакуации перед ураганом Катрина в 2005-м. Тогда на эвакуацию Нового Орлеана ушло более 48 часов, и город был значительно меньше Нью-Йорка. Часть жителей не уехала вообще. Отдельная проблема – оповещение. Система экстренного оповещения США рассчитана на ядерную угрозу и ураганы. Для цунами существует отдельная служба – Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях. Атлантическое побережье обслуживает Карибский центр предупреждения о цунами в Пуэрто-Рико, созданный только в 2005-м после катастрофы в Индийском океане. Центр располагает ограниченным количеством буев в открытой Атлантике. Некоторые из них периодически выходят из строя и не заменяются месяцами. Если обрушение произойдет ночью, а геологические события не выбирают удобное время, большинство жителей прибрежных городов будут спать. Оповещение через мобильные телефоны охватит не всех. Около 12% американцев старше 65 лет не пользуются смартфонами. Люди без автомобилей, а в Нью-Йорке это около 45% жителей, окажутся полностью зависимы от общественного транспорта, который встанет в первые же часы из-за перегрузки. Португалия и Западная Африка находятся в еще более уязвимом положении. Волна дойдет до Лиссабона через час после обрушения. 60 минут – это физический предел для эвакуации города с населением 500 000 человек. Реально за это время можно вывести несколько десятков тысяч человек из непосредственной прибрежной зоны. Остальным придется подниматься пешком на возвышенности. В западноафриканских городах нет систем оповещения о цунами вообще. Информация придет через международные новостные каналы и социальные сети. В странах, где значительная часть населения не имеет доступа к интернету, это означает, что многие люди не узнают об угрозе никогда, до момента, когда увидят волну своими глазами. Японский опыт показывает, что даже при наличии развитой системы оповещения и культуры готовности к цунами люди не всегда успевают спастись. После землетрясения 2011-го в Японии сирены сработали немедленно. У жителей было от 15 до 30 минут, и все равно погибло около 20 тысяч человек. Просто потому, что некоторые не поверили предупреждению, другие вернулись домой за вещами, третьи не могли передвигаться самостоятельно. При мега-цунами от Ла-Пальмы у жителей Лиссабона будет вдвое меньше времени, чем было у японцев. А система оповещения в разы меньше. Правило одно. Высота спасает. Все остальное – детали. Но детали в данном случае определяют, выживешь ты или нет. Японцы после катастрофы 2011-го установили по всему Тихоокеанскому побережью каменные стелы с надписями. На некоторых высечено «Не строй дома ниже этой отметки». Эти стелы стоят на высоте от 15 до 30 метров над уровнем моря. Их поставили предки нынешних жителей после предыдущих цунами. Некоторым стелам более 400 лет. Поколения, которые помнили катастрофу, соблюдали это правило. Поколения, которые забыли, строили дома ниже стел. Именно их дома смыло в 2011-м. Для мегацунами отметка в 30 метров недостаточно. Минимальная безопасная высота при сценарии с Ла-Пальмой для Атлантического побережья от 30 до 50 метров в зависимости от удаленности от берега и рельефа местности. Для побережья Португалии и Западной Африки от 100 метров и выше. В Нью-Йорке возвышенности практически нет. Самая высокая точка Манхэттена – Холм-Инвуд на севере острова высотой около 80 метров. Туда придут десятки тысяч людей одновременно. Единственный реальный путь спасения для большинства жителей острова – покинуть его заблаговременно, до начала эвакуационного хаоса. В Майами безопасных возвышенностей нет вообще. Самая высокая точка города – около 5 метров над уровнем моря. Единственный вариант для жителей Майами – уехать вглубь Флориды на расстояние не менее 150 километров от берега. При волне высотой 40 метров и плоском рельефе полуострова вода пройдет десятки километров вглубь суши.
В Лиссабоне ситуация лучше. Город стоит на холмах. Некоторые районы поднимаются на высоту от 50 до 100 метров над уровнем реки Тежу. Кварталы Алфама, Байру, Алту, Мансанту находятся выше критической отметки. Жителям нижних районов Байши, Белена, Алкантары необходимо подниматься немедленно, без возврата домой за вещами. Западная Африка имеет одно неожиданное преимущество – густые тропические леса и холмистый рельеф в нескольких километрах от берега. В Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии возвышенности начинаются буквально в 5-10 километрах от побережья. Проблема в том, что дорожная инфраструктура крайне слабая, и большинство людей будут вынуждены идти пешком. За час при наличии предупреждения это реально. Отдельный вопрос – здание. Может ли высотное здание защитить от волны? Японский опыт дает однозначный ответ. Железобетонные здания выдерживают удар цунами средней силы, если они специально спроектированы как убежище. В Японии такие здания обозначены специальными знаками. На Атлантическом побережье США подобных сертифицированных убежищ от цунами нет ни одного. Обычный небоскреб не рассчитан на боковой удар водяной массой весом в миллиарды тонн. Нижние этажи будут разрушены, конструкция может потерять устойчивость. Единственная страна в Атлантическом регионе, которая после публикации о угрозе от Ла-Пальмы начала разрабатывать реальные планы эвакуации – Португалия. В 2019-м португальское правительство провело учения по эвакуации прибрежных районов Лиссабона на случай цунами. В учениях участвовали около 30 тысяч человек. Это первый и пока единственный подобный опыт на всем Атлантическом побережье Европы. Короткий ответ – нет. Развернутый ответ еще хуже. В 2023 группа исследователей из университета Бристоля проверила состояние сети буев раннего оповещения в Атлантическом океане. Из 23 буев, которые должны были работать в зоне между Канарскими островами и восточным побережьем США, 6 не функционировали. Еще 4 передавали данные с перебоями. Это означает, что почти половина системы раннего предупреждения на этом маршруте была неработоспособна, и никто не торопился это исправлять. Бюджет Карибского центра предупреждения о цунами в Пуэрто-Рико в 2022 составил около $6 миллионов. Для сравнения, бюджет Тихоокеанского центра предупреждения о цунами на Гавайях в том же году превысил 30 миллионов. Атлантическое побережье с населением в сотни миллионов человек финансируется в 5 раз хуже Тихоокеанского. На Канарских островах, непосредственно под угрозой которых находится Ла-Пальма, система оповещения населения о цунами была введена в эксплуатацию только в 2019. До этого на островах не было никакого плана эвакуации на случай мегацунами вообще. После извержения вулкана в 2021 власти острова эвакуировали около 7 тысяч жителей из зоны лавовых потоков. Эвакуация заняла несколько дней и сопровождалась значительным хаосом. При мгновенном обрушении склона нескольких дней не будет, будут минуты. Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в своих официальных документах классифицирует мегацунами как угрозу категории «низкая вероятность, высокие последствия». Это та же категория, что и удар астероида. На практике это означает минимальное финансирование подготовки и отсутствие конкретных планов эвакуации для городов Атлантического побережья на случай именно мегацунами. Планы эвакуации при обычном цунами существуют, но обычное цунами высотой 3-5 метров и мегацунами высотой 25 метров требуют принципиально разных действий и принципиально разного запаса времени. В 2024-м Саймон Дейт, тот самый геолог, который 23 года назад первым описал угрозу от Ла-Пальмы, дал интервью британской газете Guardian. Он сказал прямо: за 2 десятилетия реальная готовность атлантических стран к мегацунами практически не изменилась. Мониторинг склона улучшился, планы эвакуации остались на бумаге. Финансирование систем оповещения недостаточно. По его словам, если бы обрушение произошло сегодня ночью, последствия были бы катастрофическими вне зависимости от того, сколько статей ученые успели опубликовать. Параллельно с атлантической угрозой в Тихом океане происходит нечто, о чем говорят значительно меньше. Подводный вулкан Хунга-Тонга Хунга-Хаапаи в январе 2022 взорвался с мощностью, эквивалентной нескольким сотням ядерных бомб. Взрыв породил цунами, обошедшее весь Тихий океан. Высота волны у берегов Тонги достигла 15 метров. Несколько человек погибли на берегах Перу, в 10 тысячах километров от эпицентра. Подводные вулканические взрывы такого масштаба – еще один механизм, способный породить мегацунами, и он не требует никакого предварительного предупреждения вообще. От взрыва до волны проходят секунды. Ученые знают о всех этих угрозах. Они публикуют статьи, выступают на конференциях, дают интервью. Правительства выслушивают доклады и возвращаются к текущим политическим повесткам. Буи ломаются и не чинятся. Склон Ла-Пальмы продолжает двигаться. Медленно, по несколько сантиметров в год, каждый год приближаясь к точке невозврата, которую никто не может вычислить заранее.
В заливе Литуя на Аляске до сих пор стоят деревья, выросшие после 1958-го. На высоте 524 метров над уровнем моря четко видна граница. Ниже молодой лес, выше старый. Эта граница все физическое доказательство того, что мегацунами не теория и не компьютерная модель. Это событие, которое произошло при живых людях, которое задокументировано, которое можно увидеть своими глазами прямо сейчас. С 1958 мир не видел мега-цунами сопоставимого масштаба. Прошло 66 лет. За это время население Атлантического и Тихоокеанского побережий выросло в несколько раз. Города, которых не существовало в 1958-м, теперь стоят прямо у воды. Инфраструктура, экономика, миллионы жизней сосредоточены в зонах, которые геологи обозначают как зоны риска. Вопрос из начала этого рассказа звучал так: может ли мегацунами обрушиться в любой момент? Ответ ученых однозначен. Да, не в смысле когда-нибудь в далеком будущем. В смысле буквально сегодня, если сейчас на Ла-Пальме начнется достаточно сильное землетрясение. Или если блок Хилина на Гавайях получит нужный толчок. Или если нестабильный арктический шельф сдвинется под воздействием потеплевшей воды. Геологический масштаб времени не совпадает с человеческим. Для геолога в любой момент означает в пределах ближайших 1000 лет. Но трещина на Ла-Пальме существует прямо сейчас. Датчики на склоне фиксируют движение прямо сейчас. Вулкан, который извергался 3 года назад, не погас, он просто замолчал на время. Единственное, что реально изменилось за последние 20 лет, это объем знаний об угрозе. Ученые знают о ней несравнимо больше, чем в 58-м. Они могут указать на карте конкретные точки, назвать конкретные объемы породы, рассчитать время прихода волны с точностью до минут. Это знание есть. Оно опубликовано, задокументировано, доступно любому. Так что, если вы не хотите стать частью геологической истории, заходите на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше интересных фактов и историй, которые, надеюсь, не будут о мегацунами. Ссылка в описании. Чего нет, так это соразмерной готовности. Нет достаточного количества работающих буев в Атлантике. Нет планов эвакуации для 20 миллионов жителей Нью-Йорка на случай именно мегацунами. Нет сертифицированных убежищ на Атлантическом побережье США. Нет системы оповещения в западноафриканских странах, которые примут удар первыми после Канарских островов. Последний факт, который стоит запомнить. В 1755-м Лиссабон был уничтожен цунами после землетрясения. Волна высотой 15 метров убила тысячи людей и стерла половину города. Через 270 лет на том же берегу, в том же городе живут люди, и большинство из них никогда не слышали о трещине на Ла-Пальме в 1400 километрах от их домов. Склон продолжает двигаться. Датчики продолжают передавать данные. И где-то в Лондоне геолог Саймон Дэй каждое утро открывает свежие показания с острова, о котором мир предпочитает не думать.